Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Андреева, и мы возьмем интервью у наших девчонок-соотечественниц из команды Куаныш Анастасии Кудряшовой и Анастасии Коломоец, которые сейчас находятся на Азиатской лиге чемпионов. Они согласились в преддверии соревнования дать нам небольшое интервью. Ну что, поехали! Ну что, девчонки, как говорится, с приездом. Значит, Спасибо, самый Мариночка. главный вопрос, который волнует... Настя, еще раз персонально, с днем рождения. Благодарю. Когда тебе за 30, это уже не так. Если что, короче, по очереди отвечайте. Ага. Окей. Так, короче, вопрос, который интересует, главное, всех болельщиков. Как вы оказались в этом клубе еще и вместе? Я могу начать, Давай. потому что я же работаю с агентом. Я работаю через агентство Image for Sport. И получается, сначала агент предложила мне, и потом, видимо, через те видео и игры, которые она смотрела, она заметила Настю и предложила, собственно, поехать. То есть через агентство мы никуда... Вы вообще не договаривались? Нет. Это случайно Мы получилось? сами узнали, да. Да. Прикольно. Прикольно. Ну, а вы только на этот турнир как бы с этой командой или как? Ну, если оставят, то останемся. Да. То есть, в принципе, не против, да? Ну, здесь достаточно интересно, на самом деле, в плане менталитета, в плане отношения к игре, в плане масштабности. Здесь абсолютно все по-другому. чём Ради вот по-другому? этого опыта, да, ради этого опыта осталась я бы, вот, но все равно есть какие-то сложности, то есть все девчонки, они низкорослые, у них быстрая игра, для меня это неудобно, ну, не совсем удобно. И они еще играют, у них интересный получается сезон, у них сезон распределен на турниры. Они вот играют, например, All Philippines, потом у них есть еще какой-то турнир, и там можно пригласить одного легионера, потом еще какой-то турнир может быть, там интернациональные, кто-то приезжает там в гости к ним. Вот, поэтому они могут тебя пригласить, и если ты свободный игрок в это время, или ты можешь отпроситься у клуба, ты можешь поехать. То есть как будто на один турнир можно поехать, да, тоже? Да, вот так же получается у нас в прошлом году, например, к ним приезжала Эрика Стаунтон, она сейчас вот тоже с нами, она легионер, она из Видела, да. Америки. Да, она приезжала в прошлом году и была здесь с июня по май. Они играли тоже какой-то турнир, и там, где был разрешен один легионер. Вот она отыграла с ними 3 месяца, потом уехала, по-моему, в Финляндию. Ну, а вообще, как команда приняла, судя по сторис, конечно, приняла, как будто, я не знаю, вы тут уже 10 лет вместе играете. Да, девчонки друг с другом играют с колледжа, то есть им сейчас по 30 лет, они около там 10 лет друг друга знают, играют вместе там около 5-7 лет. У них очень дружные, да? невероятно очень дружный коллектив. Они на свадьбы друг к другу ездят, они праздники с друг другом празднуют. Они, вот, например, недавно мы в истории постили, нас пригласили на ферму, у одной девочки есть ферма конная, там у нее 200 класс. голов этих коней. Вот мы там остались на 1,5 дня, и туда поехала, ну, где-то половина команды, и мы там все смогли как бы остановиться с ее родителем, там еще кто-то приезжал, уезжал, то есть очень все дружно. Ну, а в итоге, вот немножко, да, в чем разница, ну, между нашим, да, вот как у нас вас принимают, да, в Казахстане. Ну, разница большая, да, как говорила Настя, да, вот по сравнению с Казахстаном, как бы я очень люблю Казахстан, но в последнее время вот это сильно стало заметно, когда мы ездили во Вьетнам, очень много было негатива в нашу сторону. От кого? В плане, ну, от болельщиков, от фанов, да, как бы, да, особенно вот в инсайдах, да, волейбола, там вообще непонятно, что происходит порой. Они даже между собой там ругаются, вот это все, ну, и как бы нас там поливали, ну, было относительно неприятно. Понятно, что мы выкладываемся, мы стараемся, да, не всегда получается, и как бы это немного расстраивает, когда такое. А здесь, например, мы приехали, мы даже не успели приехать, вот мы летели в самолете, я не знаю, откуда они узнали то, что мы едем,
просто там шквал сообщений, подписчиков, все welcome, типа мы очень рады, наслаждайтесь, мы вас всегда поддержим, мы вас любим, хотя они даже нас еще и не видели, как мы играем, то на площадку мы не вышли, а уже вот как-то, и у них вот именно в менталитете это заложено, видимо, У них именно. фанатизм, да, развит в Азии. Мы сколько приезжали, я вот помню, у них прям фанатизм. Вот они любят всех, вот просто приехали, любят и все, поддерживают. Да, и у них нет самого вот этого качества, как будто осуждения в целом по менталитету. Вот мы сейчас наблюдаем, да, за их Просто поддержка, поведением, да? как они, да, они вот реально, мы приехали, нас девчонки поддерживают, они максимально нам помогали на тренировке. Понятное дело, у нас был перерыв, да, мы закончили, у нас был перерыв, вот это нас немного смущало с Настей, как мы приедем, да, считай, практически, ну, чуть меньше месяца мы вообще без мяча были. Понятно, мы начали там тренажерку, как бы у меня получилось в Алмате сходить на одну тренировку, но это все равно не то, мы не прям вау в своей форме, ну, форме, да. И мы пришли, они нам, все классно, вы молодцы, ну как-то вот, и вот эта поддержка, она тебя мотивирует, тебе хочется, да, как бы ты стараешься, тебе вот прям желание такое вот. И сейчас вот я говорю, вчера Настюха разговаривали, я говорю, вот внутри такое состояние, что хочется. Хочется играть. Да, хочется играть, хочется наслаждаться, хочется давать вот эти эмоции. И я так понимаю, что здесь люди, да, вот этот зал забивается именно за тем, чтобы увидеть вот это наслаждение игроков, вот это старание, да, вот эти эмоции. Они от этого кайфуют. И неважно, я так понимаю, что там победа, да, проигрыш, а именно вот наслаждение от этого. Они постоянно используют вот это слово, да, Ну enjoy, да, у них постоянно, прям везде. радость. Да, просто радость как праздник. Да, вот у них, видимо, да, соревнования это для них как праздник. Вот и люди идут, у них, считай, билеты скупают, а ценник нормальный такой, То есть приличный. билеты продаются на соревнования сейчас? Да, А сколько стоит билет, не продаются. знаете? Ну, получается, самый дорогой около 30 тысяч выходит. 35 тысяч тенге. 35 тысяч Самый тенге, дорогой ага, билет. самое дорогое, это самое близкое, наверное. Ага, ну Да. прикольно, ничего себе. Люди готовы деньги платить. У нас Да, действительно там они, все не ходит местные филиппинки иногда. сами говорят, очень дорого. Ценник приличный. Ну а вообще вот эта команда Creamline, да, по уровню, вот если вы можете оценить по уровню, да, вот как бы с нашими командами примерно. Если бы они приехали в казахстанский чемпионат, я думаю, они были бы 7-6 место. Да? Слабая команда. Объективно. Объективно, да. Да. Мгм. Потому что, ну, мне кажется, все равно в волейболе, если посмотреть на клубы и национальные команды, все равно, например, сколько бы Япония не показывала классную игру, они всегда будут проигрывать Италии, они всегда будут проигрывать Штатам, они всегда будут проигрывать России, потому что высокие игроки, это огромное преимущество, и как бы с этим ничего не поделаешь. Хотя Ну, бывали там, девчонки, конечно, исключения, когда они у них выигрывали. Там раньше, сейчас, конечно, что-то как-то совсем мало. Раньше как-то было у них. да, игроки. с ними тяжелее играть, потому что они абсолютно играют по-другому, они очень быстрые, Да. за счет этого они Ну выиграют, да. но все равно как бы Плюс они в защите играть. тащат, ты им бьешь, и они вот так мягко-мягко поднимают постоянно. Да, 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 да. Ну, я заметила, что у них именно нет вот этой четкости исполнения элемента. Ну, типа там классно, круто довести, да, прям на связке. Связка выкладывает там конфетку, да, вот, и нападающий завершает удар. Ну, как-то моментами очень смазано. Например, на данной даже вот именно в этой команде, да, вот именно не хватает исполнения хорошего. И Интересно, удивительно. очень много суеты. Ну, как бы у нас более размеренный да, волейбол. А здесь очень много все куда-то бегут, что-то делают. Вот, как бы для нас вот это тоже чуть непривычно. Хотя я, например, вот Настюхе, да, и надо повыше, как бы, чтобы она вытянулась, выпрыгнула, да, там сверху его мочканула. А мне, наоборот, по приколу то, что быстро. И для меня тоже немного было непривычно, хотя я понимала, что будет быстро. Я уже думаю так, заведомо, что я буду идти быстрее. Но я все равно не сходилась. И я вот сейчас подбираю, я уже иду просто иду. Как вот мужики нападают, выпрыгивают, им руку кладут, ну, типа того, конечно. Здесь исполнение, ну, хромает, но в целом плюс-минус работает, вот. Если ты хотя бы быстрая, да, то к Настюхе как она подстраивается? Связка подстраивается под себя? Она Высокий. старается, но у них, наверное, за счет того, что
Я, кстати, не знаю, как бы играли ли когда-нибудь они с высокорослыми командами. То есть у них нет понятия, например, вот мяч вот высокий. Для них Мгм. высоко это для меня очень быстро. Но мне кажется, еще просто может быть, они не совсем понимают, как меня в игру вклинить, потому что Мгм. у них все играют быстро, и им нужно переключиться, нужно время, чтобы переключиться и понять, что вот нужно очень высоко паснуть, прям Ну да, максимально для высоко них просто паснуть. вот это вот, им надо разорвать блок. То есть у них все быстро, чтобы подмышкой забивать. Они же в это, у них такой волейбол. А для них непонятно, для чего вся вот эта быстрота, потом бах, такая высокая передача на край, там такой двойной блок пришел, типа для чего. Но я надеюсь, что как бы сможешь использовать свою, как сказать, высоту, да, съема. Ну, постараемся, постараемся. Все равно Мгм. работаем каждую тренировку, каждый пытается помочь. То есть, я, кстати, даже заметила, что, ну, именно вот в нашей команде Мгм. игроки также состава и игроки, которые постарше, они берут на себя инициативу и могут за тебя поговорить со связкой. Допустим, у меня бывают такие моменты, что я уже, ну, я 15 раз сказала, дайте мне выше, у меня не получается, мне не дают достаточно высокую передачу, я просто хожу, либо накатываю, либо перекидываю скидкой. Ко мне подбегает девочка вообще, что там, как тебе удобно? Я говорю, мне нужно выше, и она за меня начинает на их языке общаться, получается, с связкой. Мгм. Передача, конечно, остается такого же, на такой же высоте, Мгм. но участие, Попытка была. участие, да, приятно было, что Цели какие ставит тренер? Какие цели поставили? Лично мне агентка сказала, что, если бы они вошли в призы, было бы хорошо. Но, допустим, вот мы играли с командой, из колледжа, мы проиграли им, по-моему, 3-1. У них, получается, вот была связка сборной, и они максимально сыграны. Вот мы проиграли, и нам, получается, директор клуба подошел как бы и произнес речь, сказав, что самое главное, то, что мы видим, что вы наслаждаетесь игрой, что вы боретесь за мячи, что вы хотите играть. Мгм. Несмотря на то, что мы проиграли сейчас команде из колледжа, а нам предстоит игра Мгм. вот ну, вот на предстоящих соревнованиях, как Ну, вы бы, сыгрываетесь, что там? да. Но мы с этой командой играли во Вьетнаме. Они вот нас узнали, кстати, Мгм. да. И когда мы с ними сыграли, мы 3-1 с ними сыграли. Я помню из той игры то, что да, вот мы не могли забить в плане то, Это что они тащили практически очень такой же хорошо. весь состав? Ну, который колледж, да, полностью ну, тоже весь Да. состав, да. А Ну, как вообще поэтому. вот проходят тренировки? То есть, насколько я помню, да, сколько мы приезжали в Азию, это адская жара в залах, жуткая душнота, вот эта акклиматизация. У вас как вот это все? Говори. Ну, нормально, как бы мы, считай, просто долго очень летели. Мы прилетели ночью, плюс у нас была задержка, еще вот это вот все, нас не выпускали с Китая, потому что ветер был сильный, и планировалось 12 прилететь, мы прилетели к 4, да, Мгм. утра. Пока, соответственно, приехали, помылись, разместились, мы просто вырубились и в 12 проснулись. Мы день вот адаптировались, прогулялись и так далее. И на следующий день у нас была тренировка с рассветом. Мы реально в 6 часов утра тренировались. Но для нас это, конечно, шок. Мы проснулись в 4:45, 5:30 надо было уже быть в зале. Еще реально даже только начинало расцветать, петухи там. Мы с первыми петухами пошли в зал. Ну вот, вот. Ну, кстати, достаточно легко, потому что то, что, видимо, все такие надвижи, Мгм. общительные, вот этого сонного состояния, оно есть, да, оно присутствует, но оно потом как-то развеивается быстренько, так, начинается разминка, начинаем там хей-хай кричать, как бы, да, все, и нормально было. И я не Мгм. скажу, что вот для меня лично ну, нет такой прям бешеной какой-то акклиматизации, то, что меня Мгм. постоянно клонит в сон, там, и так далее. То, что для меня очень жарко, если честно, а, не сильно жарко. В Тае, Вьетнаме было жарче. Я не знаю, может, связано то, что у них влажность повышена, но здесь как бы нормально. Хотя они говорят, типа, очень жарко. Нормально, можно привыкнуть. Вот сегодня мы, например, да, тренировались рано, ну, точнее, позднее, то, что 10, да, Да. это для них считается такое пиковое время, да, жары. Они просто закрыли все окна, включили там кондиционеры, и достаточно было комфортно. Мгм. Терпимо, если честно, терпимо.
Просто когда ты, ну вот мы были уже и во Вьетнаме, и в Таиланде, и когда ты уже это испытал, вот это раздражение, что у тебя все безумно руки мокрые, и ты по Да-да-да, 5 все футболок влажное меняешь, очень. да, то ты уже как бы это для тебя не, шок, ты уже знаешь, куда ты едешь, Мгм. ты уже знаешь, что, скорее всего, кондиционеров не будет, и ты, с этим, как бы ты уже свыкся, хотя это еще не началось. Но вот тот момент, да, такой, скажем так, мистическо-философский, значит, на плей-оффе вам не удалось, да, сыграть с командой ЖТСУ, а тут из четырех подгрупп надо же было попасть именно туда. Как вы Да. вообще к этому относитесь и как бы насколько ждете, да, эту игру, скажем так? М. Сколько ты ждёшь эту игру, Настя? Ну, если честно, вот у меня лично нет какого-то вау, там, другого отношения, как бы, то, что нежели к другим командам. Окей, да, понятно, то, что там друзья, как бы, наши. Для меня непривычно то, что я играю против своих же. Конечно, это для меня вообще нонсенс и немного не укладывается в голове. Если честно, даже какой-то момент где-то совестно, да, Мгм. но потом опять-таки я задаю себе вопрос, а перед кем, да, например, мне самой всегда было очень интересно поиграть, именно этот опыт приобрести, и мне предоставилась возможность, которую я не могла упустить на самом деле, и я думаю, окей, да, буду против них, но, как говорится, на площадке нет подруг, да, вне мы обнимаемся, Мгм. целуемся, круто общаемся, все, но Ну, на это площадке надо профессиональные отношения, да. да, на площадке будем играть. И в целом, ну, как бы, я рада, то, что они здесь. И я им желаю реально побед, чтобы они побеждали. Они крутые, у них очень классный и подход, и профессионализм, все абсолютно. Мгм. Как бы, ну, нет такого, что я как-то к ним по-особенному. Вот Мгм. завтра у нас Иордания, потом они, и пошли дальше уже. Повезет, пойдем дальше, не повезет. А из Ну, как подгруппы бы уже. выходят 2 команды, да? Ну, насколько я знаю, да. Мгм. Нам желательно бы хоть кого-то выиграть, как бы мы будем стараться. Мы вот, например, даже Иорданию вообще... Окей, в Жетусу у нас хоть представление есть, а Мгм. Иорданках у нас вообще нету. И сегодня нам сказали, у нас нет ни видео, ничего нет. Типа, ребят, ну, походу, будем разбираться. Мы такие, окей, как Ну, бы, это ну, да, тоже для потому нас что команда резонанс. новая относительно. Раньше Иран-то везде светился, Иордания как бы редко. Последние Вот годы именно, и как-то. да, я тоже сказала, что я с ними никогда не играла, с ранками, да, иорданками нет. Плюс еще увидела то, что у них 3 легионера с Бразилии, ну, сама Бразилия, да, уже устрашает. Ага. А потом иногда думаешь, ну, бывает по-разному, поэтому посмотрим. Плюс еще для нас, если девчонки, возможно, играли в этом зале, мы этот зал не знаем. Мы сегодня Мгм. тренировались вот в нашем, и завтра у нас просто тренажерка, и мы едем сразу на игру в новый зал, который мы в жизни не видели, как бы, да. Я, например, здесь первый раз, Насюха тоже первый раз, Мгм. да, как бы. И я понимаю, что масштабы, да, плюс-минус, как вот в Мгм. семье, я так представляю себе, но он тоже Мгм. такой достаточно комфортный, все. Ну, как бы, опять-таки, мы не знаем, как воздух, да, как мяч там летит, как подача, куда отходить. Ну, в общем, завтра у нас и Да. игра, и опробование, все вместе будет. А вообще вам вот, да, и тебе вопрос. Вам вообще больше нравятся как бы такие небольшие уютные залы или большие такие залы с зрителями, да, там "Кураж"? Какие лучше залы для вас? Для меня идеальный зал — это зал в Береле и зал в Куаныше, честно. Потому что, То есть более если уютный такой? потолки, если пониже, это ты не теряешься, когда ты там, не знаю, подаешь подачу, когда ты принимаешь. Хотя вот на удивление, мы когда были, у ЖТСУ в гостях, то там тоже неплохо было принимать, но все равно там ощущение другое. И, ну, наверное, если ты там тренируешься изо дня в день, то Мгм. ты к этому привыкаешь. А когда ты из уютного маленького зала, да, там относительно маленького зала в Куаныше, приезжаешь в ЖТСУ, ты теряешься. Нужно время. То есть у нас, я Да-да, помню, ориентиры, они немножко да, это. да. Но это особенно тяжело, как бы мы нападающие, мы еще, как бы, не настолько сильно от этого зависим. А вот Петя, я помню, это был 4-й тур, ей было тяжеловато. Она, говорила там: "Помогайте, мне сложно ориентироваться". Вот, потому что зал такой. Там игры, наверное, 3 она втягивалась. Ну, по приему я тоже могу сказать, что на приеме или ты принимаешь вот в таком уютном зальчике, Да. или когда подающий отошел 20 метров, и мяч этот летит откуда-то оттуда, вообще совершенно по-другому воспринимается. Но мне, например, нравится
разные залы. Я даже не знаю, как это объяснить. Им есть маленькие, есть большие. Это вот просто заходишь и чувствуешь мое. Ну вот мне очень нравится зал семьи. Он реально крутой. Хотя он, да, считается большой, там, Мгм. до определенных стандартов, все круто, но в то же время он такой уютный. И мне очень важно и главное, когда свет, хороший свет. Мгм. Потому что в силу моего возраста, шутка, из-за того, что в какой-то момент Накануне я день выросла, рождения как раз был. в какой-то момент я быстро выросла, и у меня чуть упало зрение, как бы, ну, нормально, но все Мгм. равно бывает. И вот когда плохой свет, ты уже вот начинаешь там не видеть лица, где этот мяч, и, ну, чуть искажение. А когда хороший свет, то прям классно. Мгм. Ты лучше и ориентируешься, соответственно, и лучше по мячу попадаешь. Поэтому, вот, например, у меня четкого ответа нет, большие или маленькие. Просто вот, которые в сердце, тогда норм. Ясно. Ну, давайте немножечко про Куаныш еще поговорим. Давайте. Вы остаетесь в Куаныше? Я нет. Я нет. Точно, да? Да, потому что, несмотря на то, что, пришел новый тренер, пришла новая связка, осадок после работы с этим руководством, он остался. Мгм. Это, наверное, второе. А первое — это для меня лично, я бы хотела попробовать, вернуться в российский чемпионат. Было Мгм. бы интересно. Я там не была уже 7 лет. Мгм. И было бы интересно посмотреть, как там что поменялось, новых игроков, Мгм. Ну, увидеть. вот как раз в тому, что Настя сказала, да, про руководство, я хочу, чтобы вы назвали, да, примерно вот, по вашему мнению, 3 фактора в команде, да, которые очень нравились, и также М, там 3 фактора, да, которые вот, ну, вообще неприемлемо, то есть было тяжело, не нравилось. То есть вот так. Ну, как бы обе, да, ваше мнение? мгм. Наверное, первый, фактор лично для меня, вот моя история в Да-да, этом для клубе. каждого. А, Изначально я так поняла, что меня вообще не планировали брать, и меня, как бы засадили на банку, и потом меня, например, после кубка пытались уволить. Мгм. Мне звонили представители других клубов, пытались, к себе забрать. Для меня это неприемлемо. Если мной недовольны, если меня не хотят видеть в клубе, меня должны вызвать в кабинет и сказать: "Настя, ты нам не подходишь, давай мы по обоюдному согласию, вот, как бы разойдемся". Ну, Потом, в смысле, это точно известно было, что тебя хотели уволить? Может быть, ну, просто как бы на замене там, ну, не знаю. когда мне звонят и говорят, что дали добро на переход и присылай нам свой М. паспорт для того, чтобы, все как бы это узаконить, то я думаю, что да. Как Мгм. Понятно. бы, что да, Мгм. добро было дано. Вот, потом, после какого-то, плохого тура, по-моему, после того, как мы проиграли Берелью и Жетису в первом туре, нам Мгм. дали дополнительное соглашение, по которому, нас могли, штрафовать. Мгм. И там был такой пункт, например, тебя могут штрафануть, если командная игра плохая. То есть, Мгм. если ты хорошо сыграл, а команда проиграла, тебя тоже могут штрафовать. Какой это дает посыл? Мгм. Что ты начинаешь злиться на тех людей, с которыми ты работаешь. Конечно, ты с собой разговариваешь и говоришь, что всем тяжело, все пытаются там с собой бороться, но это дает какой-то разлад. Мгм. То есть, несмотря на то, какую игру ты показываешь, ты все равно можешь пострадать от того, что вот команда не играет. Это соглашение, говорю, это было неприятно, наверное, но как бы многие, наверное, знают про Куаныш и про то, какие-то там порядки. А, не знаю, Болельщики Настя. не факт, что знают, только Да, внутренне. да-да-да-да-да. Вот. Потом, Мгм. Это уже 2, Марина, да? про И про 3? руководство, про это руководство, про этот, тренерский штаб можно говорить, бесконечно. И мы, наверное, до сих пор, вот как сколько уже месяц прошел с окончания, мы до сих пор вспоминаем этот клуб и понимаем, насколько все было, неорганизовано, насколько все было непрофессионально, насколько все было грубо, и неприятно. Но, Такие вот 1 такой осадок, плюс. да, остался у вас?
Да, осадок абсолютно неприятный, но вот один плюс — это команда именно девочки, потому что, Всего несмотря один на плюс, то, можно назвать 3. один плюс, Марина. Один плюс, это девочки, это то, что несмотря на то, насколько, нас давили, сколько нам неприятностей сказали, на всю эту вот структуру, точнее, не структуру, которой там просто не было, мы оставались командой, у нас не было каких-то там, кто-то друг друга ненавидит, какие-то ссоры, такого вообще То не есть было, как будто коллектив, бы хороший, девчонки. коллектив хороший, да. Но коллектив же тоже строится не сам по себе, тоже как бы, ну, там, я не знаю, тренер же тоже строит коллектив или нет? Может быть, внешнее давление, оно и нас и сплотило. Что Мгм. если бы мы еще, оно извне идет, это давление, если Мгм. еще оно изнутри будет, то это уже невероятно тяжело, мне кажется. Мгм. Ну, Ясно. мое мнение по этому поводу, почему такой был коллектив, просто все достаточно опытные игроки. Скорее всего, многие через это проходили, да, вот эти компашки, недопонимания, какие-то Мгм. интриги, а, и понимали, что эта фигня на самом деле ненужная. Да, она Ну, как бы, мешает, ага. да, был повод, можно было, но никто этим не занимался. Мы не плели никаких интриг против друг друга, да. Мы реально старались максимально быть друг другом, даже когда понимали, что мы не хотим, да, друг друга видеть, но это Мгм. нужно делать. Нужно собираться, потому что только мы можем что-то с этим сделать, да. Если нам там не хватало где-то тренировочного процесса, мы там пытались что-то как-то договориться, решить, это обсудить. Мгм. Вот, и именно, да, самый большой плюс — это, да, вот именно то, что у нас был офигенный, хороший коллектив. И вот Мгм. даже сейчас мы вот Юльку встретили, да, у нас вот, ну, теплые, классные чувства друг к другу, мы там обнимались, болтали, очень приятно как бы. Все равно это, несмотря на какие-то минусы, был достаточно хороший сезон в плане даже Мгм. опыта. Вот, например, для себя я тоже какие-то многие моменты, да, извлекла из этого всего. Мгм. Также вот я приобрела друзей, также я приобрела, например, Полину, подругу, я с ней никогда не общалась, а вот сезон Мгм. этот нам дал понять, какие Хватило. мы, то, что мы хотим, да, дружить по жизни, да, и как бы я, в принципе, благодарна. Потом тоже плюс болельщики. Именно вот Петропавловские ребята классные. Вот я даже в супермаркет там заходила, шла по улице, они там останавливались, мне говорили: Настя, мы вам желаем удачи. И это реально тоже очень приятно. Ну, Мгм. ты приходишь в зал, и тебя поддерживают. Это классно. Ну, условия тоже нормальные. Я вот сходила к Алмате на тренировку, я офигела. С их зала, ну, как бы, поэтому Куанышу Да, спасибо это за зал. отдельная тема, моя любимая. Да, у нас были хорошие условия. У нас была тренажерка, у нас был классный зал, да, как бы своя раздевалка. А у нас есть все для восстановления, реабилитации. Ну, другой же Мгм. вопрос, как это делалось. Ну, в целом условия шикарные. Вот, да, 3 Мгм. фактора, как бы, ну, которые сейчас приходят именно мне в голову. Ну, минусы, да, то, что мы очень много своего внимания уделяли вещам, которые мы не должны были этому, ну, вообще уделять какого-либо внимания. Мы должны были нацелены там тренировочный, игровой процесс, какое-то решение именно в плане, ну, площадки, да, там, внедрения, решений и так далее, а не вот эти всякие моменты, играешь, не играешь, почему не играешь, ты там плохо играешь, у тебя блока нет, например, как я узнала, что у меня вообще блока нет, что я дырка и так далее, как бы это Мгм. уже слухи до меня доходят, то, что обо мне, ну, сейчас такую репутацию распространяют, да, например. И вот эти моменты, они, конечно, отвлекают, они дают какой-то негатив, они какие-то, хотя ты стараешься, все равно фокус, да, вот на позитив, как бы, да, вот я люблю волейбол, как бы, для чего Мгм. мы здесь, да, понятно, круто, мы получаем там деньги и так далее, но на самом деле в первую очередь из-за того, что мы любим это дело, да. Мгм. Например, я сейчас, ну, чтобы, например, народ понимал, насколько мы это любим, я оставляю сына, да, я его вижу там раз в месяц. Ну, как бы, я его могу взять с собой, но это очень сложно совмещать тренировки, Мгм. быть с ним двухразовые, это, и поэтому мне помогает мама, да. Ты начинаешь расставлять приоритеты, и когда вот эта чаша, да, она начинает
переполняться, то, что ты понимаешь, то, что ну, это не стоит того, это тоже еще немного огорчает. Поэтому, в первую очередь, я, например, пришла в тот же самый Куаныш, я в нем играла 2 сезона с Дарка, да, офигенных сезона, которые помогли мне вырасти как игроку. Я реально шла в этот клуб, и у меня было ощущение, как будто я иду домой. Вот такое. Я люблю Алмату, например, Алмату за то, что я оттуда начала, и там девчонки тоже, у нас был офигенный коллектив. И вот мой второй клуб, это вот такой прям, ну, реально как домой. Я шла, и у меня такое было ощущение прям. Ну и потом чуть-чуть закинули это ощущение, как бы, и вот моментами вот эта чаша, оно меня перевешивало. Я задавала себе вопрос, ну, типа, для чего ты это делаешь сейчас здесь, да, как бы, ты не получаешь удовольствия от этого. И моментами я себя заставляла, хотя для меня это вообще тоже такой нонсенс заставлять себя. Ну, как бы, наоборот, всегда идешь такой, о, сейчас кайфану, типа, сейчас покажу, там, и так далее. Но все равно во всех видах деятельности, как бы ты ни любил эту деятельность, все равно приходится местами замыливается, устаешь, все равно приходится Ну, когда устаешь, да, согласна. Ну, здесь больше была не физическая усталость, морально. а вот именно моральная, психологическая, да, была такая. Мне кажется, еще бывает, что вот ты морально устала от того, что вот ты, например, что-то пытаешься, да, там в себе улучшить, а не получается. А бывает усталость от того, что ты знаешь, что то, что ты сейчас делаешь, я имею в виду тренировки, структура тренировок, распорядок тренировок, и конкретные упражнения, ты понимаешь, что как бы ты ни старался на этих упражнениях, как бы ты себе не говорил, что все равно, ну, ты вот сейчас никуда не денешься, пришла, отработала, ты приходишь, отрабатываешь, но из-за того, что у нас есть опыт работы с другими тренерами, опыт работы в других странах, ты знаешь, как это должно выглядеть, ты знаешь, как должны построены быть тренировки, тренировочный процесс. И ты понимаешь, что ты делаешь просто то, что не приведет тебя к победе. То есть это именно морально тяжело понимать, что вот это ты стоишь на площадке, ты стоишь на тренировке, ты понимаешь, ну это не то, это нас не сделает чемпионами. А Вот, когда ты вот сейчас вот хорошая мысль, да. Коротко, например, ваше мнение, что сделало бы Куаныш чемпионами? Вот конкретно чего не хватило? Главного тренера. Настя? Не хочется никого обижать, ну, согласна, более качественного, наверное, тренировочного процесса, больше коммуникации именно с тренером. Ну, тренер, Больше, не сказать, что как бы самый плохой тренер, но, может быть, ему не хватило какой-то немножко жесткости, какой-то вот, может быть, такое что-то. ну, на самом деле, в целом она отсутствовала коммуникабельность Мгм. какая-либо. Ни Да, за что бы было не подумала сложно с так. этим. Сложновато было именно в общении. Ну, Я помню, мы как-то с тобой просто еще тоже говорили, и ты сказала, что главный тренер, да, он, по-моему, как бы мягкий, но я Мгм. думаю, у нас команда была уже девчонок не 19 лет, мы всем там 25 плюс, и мы знаем, что, да, бывают тренеры помягче, бывают тренеры жесткие, но то, что определяет, он тренер хороший или нет, тренер видит, как должна работать команда, тренер видит, что нужно изменить, тренер знает каждому человеку подход, Мгм. и ты этого человека за это уважаешь. Когда тренер за целый тренировочный процесс на протяжении нескольких дней ничего не говорит, не исправляет, не дает установок, а просто отправляет в зал, и мы играем шестерки 2,5 часа без чьей-либо мнения третьего лица. Ну, я не считаю, что это работа главного тренера. Спасибо вам большое, что уделили время. Очень было классно вас послушать, потому что ко мне обратились болельщики, которые попросили меня, что вот нам интересно, а как там девчонки. ну, спасибо М. большое. Да. Нам очень приятно, что за нас переживают и болеют. Да. Поэтому Спасибо всем. вам удачи, да, большое спасибо еще раз вам удачи. И надеюсь, ну, мы еще увидим вас в Казахстане. Спасибо, Марина. Спасибо. Давайте, Всем счастливо. пока. Пока.